Черноморке. Здесь очень красивый пляж и много очень рыбных и крабовых мест. Поэтому возьмем сюда нашу маску, трубку, ласты, типа турист. И вот такая сеточка. У нас есть самозатягивающаяся. Очень практично, привязывается на пояс. Я в прошлом видео показывал, когда ловил креветок, как их пользоваться. А сегодня мы пронырнем в этих местах за буйками, потому что до буйков очень много людей, которые мешают нырять. Все дела, скутеры дают нырять. Мы будем пробовать. Я думаю, что здесь на дне можно поймать крабов, рапанов, что-то еще посмотреть, что здесь есть. Интересно, а там уже будет видно. Ну все, попробуем. Первым обитателем морских глубин оказался обычный морской скат. Конечно, я пытался его взять рукой. Сзади был очень страшный шип, который, наверное, ядовитый. Но я проверять не стал, поэтому немножко за ним погонялся и поплыл дальше. Морской скат очень красиво парит в воде, как птица в небе. И хотя скат небольшой и не представлял большого охотничьего азарта, но мне понравилось за ним наблюдать и смотреть, как он плывет. Мне показалось, что скат со мной играет, и когда я приближался к нему на метр, он снова ускорялся, и так мы играли с ним в догонялки. Скат крутился по кругу, играя со мной, выматывая мои силы. В прошлые года мне эта рыба не попадалась на глаза. Возможно, мы отдыхали в другие месяца, или их было меньше. Для меня было большим успехом и счастьем увидеть такую красивую рыбу. Еще один сюрприз ждал меня на поверхности воды. Когда я вынырнул, увидел красивого баклана морского, который совсем ничего не боялся и подпустил меня почти вплотную к себе. На дне я увидел красивого краба, который сидел на столбике. Но взяв его в руки, я понял, что он мертвый. Интересно, почему же он умер? А рядышком сидел на плите небольшой деликатес, который называется рапан. И я с удовольствием взял его в свою сеточку. Немножечко проплыв, я увидел рыбу-иглу. Она такая была золотистая и красивая, что я не отказался с ней поиграть и отпустить восвояси.
Раньше я не раз встречал таких рыб в Азовском море, но они имеют немножечко меньший размер и серебряный цвет. Чуть дальше я встретил рыбу-собачку, которая лежала на дне и почему-то ей было плохо. Может быть, была ранена, а может, заболела. А рядом притаилась рыба-дракончик, которая своей окраской полностью похожа на дно, и поэтому была уверена в том, что ее не видно. Но я слегка с ней погонялся, и она залилась в дно. Особенно порадовали медузы, которые, вальяжно проплывая мимо, позволяли любоваться своей красотой. А на пляже купались люди и не подозревали, что рядом такая красота. Самое неприятное, когда медузы жалят своими щупальцами, поэтому обращаться с ними нужно осторожно, и гладить можно только за голову. В этом году медуз почему-то очень много, и они отличаются своими синеватыми и желтоватыми оттенками. Иногда попадаются и очень маленькие экземпляры размером с ноготь руки. Но самые главные жители Черного моря – это крабы. Они прячутся в песке, в камнях, в траве и нападают на все, что к ним приближается. Ближайший родственник крабов – это креветки. Они прячутся в камнях, в траве, на трубах и везде, где можно спрятаться от хищника. Я смог наловить креветок с помощью обычного детского сачка, которые продаются на каждом пляже. Ссылка на видео будет в конце. Для любителей рыбалки в Черном море есть куча бычков. Конечно, не так много, как в Азовском море, но все же есть. Большие стайки хамсы переливаются серебром на фоне черноморского дна.
Для настоящих гурманов на дне есть много мидий, которые служат источником многих микроэлементов и полезных веществ. Кроме мидий есть хороший деликатес, который называется рапаны. Этот моллюск очень вкусный в вареном и жареном виде. Ну вот, наше ныряние закончилось. Мы видели, что здесь очень много медуз, очень красивых, рапанов. Видели небольшого ската, крабики всех размеров. Значит, все-таки еще в Черном море есть живность. Это говорит о том, что вода еще чистая, не все плавно. Мы были на канале Дело мастера боится. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Пусть нас канал. Всем пока.